Это ж надо, а? Бабка доктор наук, дед командир полка. Не, был, конечно, еще прадед, полудурок. Кстати, на тебя похожий. Ну, тут понятно. Бухаресил по-черному. Баб, хорош гундеть. Иди жрать. Чего жрать? Жрать. Все нормально. Я просто понять пытаюсь, в кого ты таким идиотом родился. 2 ляма, зебре под хвост. Ты сам говорил, что это важно. А еще я говорил, найти квартиру, съехать от нас и шо? И что, и ничего. Я что, для себя это делал? Я для страны старался. Как? Слился с выборов? Да все, хватит. Мы что, тебе миллионы на переходы давали? Кто такие мы? Ты тут при чем? Я тебе лично 25 штук дал. А ты потом лично и забрал, забыл? И правильно сделал, потому что ты бы и их профукал. Серьезно? Да. Пап, давай окончим этот тупиковый диалог, хорошо? Шо, попался, жук? Ну, Вася, ну ты да. Ребят, Сюда сюда, иди. вы просто не Я говорю, А сюда. куда ты бежишь? Здрасте. А по-моему, диалог только начинается. Кончай его! Стойте! Ай, идиоты! Не кончай, качай. А я как сказал? Ты так сказал, что человек вон где уже. Вылазь давай к кусту. Не выйду, хоть убейте меня. Я уверен, я все правильно сделал. Максимум, что нам светило, это 3-е место. Да тебе 3-е уже и не светит, Вась. Ты на 1-м. Как на 1-м? Уверенно! Вылазь. Конечно. Я вам не верю. Это все ваши игрушки. Я знаю, вы просто меня так выманиваете. Я тебе говорю, вылазь, кандидат, харизму застудишь. Серьезно, на 1-м? Да хватит придуриваться. Ты же наверняка с самого начала все знал. Вот чертяка. Гений! Ну так есть кого? Идите жрать, я ешьте остынет. Идем! Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Доброе утро, Рустем. Ну, я с этим бы поспорил. Ты рейтинги видел? По-моему, повода для паники нет. 1,5% пустяковый отрыв. Это мы в новостях для лохов сказали, что 1,5. А в реальности? Вася опережает на 5% Жанну и на 7% Карасюка. Неприятно, но сути не меняет. Это одноразовый случайный успех. Ты не о том думаешь. Вася продался, за ним кто-то стоит. Аргументы. А то, что он 2 ляма отдал на ерунду, это не аргумент? Говорят, что это весь их бюджет. Андрей, меня пугает твое спокойствие. Мы рано расслабились. Ладно, ладно, не пыли. Вечером дебаты. Все исправим. Да, конечно, все хорошо, но рано почивать на лаврах. Выборы через 2 недели, надо закреплять успех. Да, только что мы можем без денег. Браво, Василий Петрович! Браво! Здрасте. Всем здрасте. Браво, это гениально. Вы практически прочли мои мысли. Я же хотел предложить то же самое. Это новый виток компании. Сегодня же нужно снимать ролик. Я все придумал. Вы воин света, там кромешная тьма, а между вами что? Что? Зебра! И слоган. Переходи на сторону света. Денег нет. Денег нет, зарплаты нет. Да будет Вася, да будет свет. Вы не поняли. Он отдал на переходы все деньги. Подождите, вы хотите сказать, что на эти гребаные зебры вы слили весь бюджет? Ну, фактически осталось долларов 300. В какие $300? У вас 1-е место. Электорат на лопатках, нужно его добивать. Ищите спонсор. Где искать? Не уверена, что народ снова сбросит. Да в топку народ нужно идти к олигархам. Немчук, Маматов, Ройзман. Ну пообещайте Ройзману в конце концов амнистию после того, как станете президентом. Может, мне еще кресло премьера пообещать? Иногда для того, чтобы стать президентом, нужно постоять в другой позе. 10 минут позора и 5 лет власти. Товарищ, ты что городишь? Какие позы, какие олигархи? Вас кто-нибудь спрашивал? Поливайте молча. Голобородки не продаются. Головой думаешь, что предлагаешь. Какой наглый у вас садовник. Если вы сейчас сольетесь, вот такая биомасса проголосует за Карасюка. За языком следи, псина.
Поливай лопухи, дед! Запросто. Что происходит? Шли бы вы, политтехнолог, а то сейчас еще и в рыло получишь. Василий Петрович. Не Василий Петрович, а Петр Васильевич Голобородько, отец. Так что топай из моего дома, топай. Папа? Папа. Папа представится. Позвоните. Крепкого вам здоровья. И вам не хворать. Извините, на чем мы остановились? На том, что денег нет. А что сказал политтехнолог? Ничего не сказал. Помылся и ушел. Что будем делать? Что делать? Вечером дебаты, надо готовиться. Да, но этот эфир у нас не проплачен. Держите, голодранцы, учтите. Даю в последний раз. Этого хватит? Эти деньги еще пригодятся. И на дебаты мы не идем. Есть другая идея. Вибачте за запізнення. У церкві на ранковій службі сьогодні свято Іоанна Власатого Чудотворця. Я, як всі. Хватит выпендриваться, волосатый. Садись. Слушай и запоминай. Сегодня на дебатах с Голобородько вы устроите драку. Здорово, давно пора. А для чого? Станешь чудотворцем. Отодвинешь Васю с первого места. Здесь список его болевых точек. Нажимайте на все, пока не схлопочете от него по лицу. Але він інтелігентна людина і... Даже у интеллигентной людины есть желание начистить тебе харю. А як же мої рейтинги? Твои рейтинги никого не интересуют. Мне нужна драка. Понял. Я просто тут подумав, може з ним подискутувати на тему експлуатації іноземними компаніями українських земель, чи про проблеми ЖКХ, зробити реновацію цих, яке... Драка. Саме то. Все-таки я не понимаю, почему мы не едем на дебат? Тем более, что деньги есть. Так надо. Хорошо, куда мы едем, ты хотя бы можешь сказать? Вы сейчас все узнаете. Нет, это не сработает. Нужен негативный трансфер. Перепрошую. Перевод стрелок, отвлечение внимания от успехов конкурента, дискредитация. Розіграємо вопрос язика. Правильно. Ну як може бути президентом країни людина, яка досі не вивчила рідної мови? Стоп. Нужно сказать так. Голобородько не президент нации, а президент Кацапской резервации. Ты запоминай, запоминай. Ні, мабуть, я запишу. Да, и хорошо бы отполировать все это неймколлингом. А що це? Навешивание ярлыков, переход на личности, ну и оскорбительные клички. Давайте вспомним, что Голобородько еврей. А він єврей? Но если у тебя бабушка Шульман, почему у него не может быть бабушки Зильбер? Зільбер? Даже если это не так, активизируются антисемиты, еврейская община схлестнется с националистами, тогда все потуги Голобородько канут в диванных войнах. Ну, ты хочешь стать президентом? Так. Тогда слушайте і запам'ятайте. Я не дозволю єврею кацапською мовою вчити українців, як нам треба жити. Ты записывай. Ні. Це я запам'ятаю. Ну и что мы тут забыли? Значит, так нас интересуют елочки, березы, туи. А пальмы? Причем тут пальмы? А при чем тут елочки, березы и туи? Так, Сережа, или ищи, или не мешай. Так ты хоть в двух словах объясни, что происходит. В двух словах не получится, объяснять детально нет времени. Главное, мы уделаем конкурентов. А, то есть конкурентов с миллионными бюджетами, медиаресурсами и кучей политтехнологов мы каким-то образом накажем с помощью березки и елочки? Именно. Ясно. Я в автобусе. Сережа! Что, Сережа? Во-первых, значит, у меня было 2 по ботанике. Во-вторых, мне до пихты во шиту. Я понятия не имею, чем они отличаются. Бред какой-то. Ну вот куда он? Не переживай. У меня была 4 по ботанике. Берем клены. Почему клен? Я знаю, как они выглядят. Пойдем.
Як казав мій дід Коваль, настав час кувати своє щастя. Українець, куй зі мною! Сергій Карасюк. Куй з ним. Ярослав Худобяк. Геть жидів і москаляк. Вася, до побачення. Назар, добрий вечір. Він повинен був робити ці переходи ще президентом. А тепер Голобородько видає свої ляпи за досягнення. Він просто має народ України за папуасів. Він хоче скупити народні голоси за яскраві буси. І хто йому підказав робити ці переходи? Через ями, через оці колії від фур. Дороги потрібно було для початку будувати, як я в Запоріжжі. А він тільки язиком плескає і робить собі дешевий піар. Не дешевий. На ці переходи було виділено багато мільйонів. І ми вимагаємо знати, скільки точно було грошей виділено на ці переходи і скільки поклав собі до кишені шановний пан Голобородько. Ну что ж, я думаю, эти вопросы вы сейчас сможете задать непосредственно Василию Петровичу. Итак, встречаем кандидат в президенты господин Голобородько. Он не приехал. Я прошу прощения, мне вот сообщают, что Василия Петровича нет в студии. Ну, звичайно, десь людям розповідає свої казочки. Василий Петрович вместо себя прислал какое-то видео. Буде знов лапшу на вуха вішати. А краще взяв би лопату, та хоч дерево посадовив би. Я предлагаю прерваться и все-таки посмотреть, что за видео представил нам господин Голобородько. Внимание на экран. Здравствуйте. Да, я хочу извиниться перед телезрителями и всеми нашими оппонентами. А вы не подумайте, это не неуважение какое-то. Мы не присутствуем в студии, ну, потому что мы подумали, абсолютно бессмысленно в очередной раз тратить 3 часа, чтобы бросаться друг друга какашками. Решили сделать что-то полезное. Это наша родная школа. Мы обещали нашей директрисе уже давным-давно облагородить как-то наш школьный дворик, ну, подкрасить бордюры, посадить новые деревья. В общем, всем удачи, не загрызите друг друга. Ну, что скажете, господа? Ну, я з цього приводу можу сказати наступне. Не буде єврей російською мовою вчити нас, українців, як нам жити на нашій землі. Простите, это вы сейчас о чем? Я вас не очень хорошо понимаю. Я про те, що він саджає кльони. Ну? Не в суботу, зверніть увагу, а в п'ятницю. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я потерял нить. Та то щось всі потеряли нить. Як кажуть про пана Ярослава, розумна голова, на жаль, дурневі дісталась. Чия б корова б мечала, а ваша б мовчала. З вашим родовідом, між іншим, теж не все ясно. Що, ім'я у вас не українське? Назар? Назарій, тобто із Назарету. Єврейське ім'я. Може, скажете, що і бабця ваша не носила прізвище Зільберт? Так хто вам таку дурню сказав? Бачите, відповідає питанням на питання. Єврей! Єврей! Вам що, паспорт показати, що? Як кажуть кацапи, б'ють не по паспорту, б'ють по морді. Ах ти ж скотиняк. Ну тебе за язика ніхто не тягне. Я не жить! А мене я не жить! Кто молодец? Я молодец. А мы зачем-то тратились на политтехнолога. Браво. Молодец. Так, что это было? Я не знаю. Я про видео с Голобородько. А что-то не так? Нам материал прислал его помощник. Ты кто? Игорь. Здесь ты кто? Редактор. Слушай, редактор. Каждый чих, каждый вдох, каждая секунда имеет свою таксу. И кто заплатил за эфир, тот и заказывает музыку. А ты только что поставил чужую пластинку, понимаешь? Чужую. Извините, я
Еще одна такая ошибка, и ты будешь искать справедливость в другом месте. В другом месте. У мене, мабуть, струс мозку. Какого мозку? У тебя же его нет. Задача була топить Голобородька. Цей самий Голобородько мене спровокував. Чем? Он же не пришел. Ось цим і спровокував. Я, як дурень, готувався. У мене заготовки були. Сам ты заготовка. Тупая, неотесанная челка. Пшел вон отсюда. А ты где был? Почему не остановил вовремя? Андрей Николаевич, я предлагаю вам не тратить время на выяснение недоразумений, а сконцентрироваться на другом. Это политическое недоразумение очень дорого мне обходится. Есть подозрение, что успехи Голобородька – это не случайность, а четкий стратегический план. Какой? Он использует тактику малых дел. Суть ее проста. Это быстро, и результат ощутим прямо сейчас. И кто это у них там такой умный? Думаю, не поменяли политтехнолога, взяли кого-то маститого. И где же они его здесь нашли? Почему здесь? В Америке. Предложение? Я предлагаю сделать то же самое. Поменять политтехнолога? Использовать ту же тактику. В стране. Сергей Леонидович, а почему ставите остановку там, где автобус не останавливается? Потому что автобус не должен останавливаться, где ему хочется. А он должен останавливаться, где его ждут люди. А люди его ждут на остановке. Остановка находится здесь. Логично. Не боїтеся, що вас звинуватять у копіюванні ходів Голобородька? А при чем здесь Голобородько? Да Голобородько просто устраивает показуху с 3 туями на Плющихе. Я еще 2 года назад в своей программе «Затишное место» писал, что хочу установить световые переходы. И заметил, 2 раза дешевле, чем Голобородько. А мы, между прочим, очень давно сажаем аллеи по программе «Зеленое кольцо». Да в этом доме она жила, а в этом дворе она выросла. И самым первым, а ее обещанием было достроить эту поликлинику. В городе настоящий экоцид. Застройщики массово уничтожают зеленые насаждения. Скоро от наших каштанов ничего не останется. Они останутся только на жетонах от метро. И самое главное, мы трижды еще раз за нее голосовали. А я не голосовала. Колесей, он как стоял, так и стоит. Вы понимаете, а другая поликлиника в соседнем районе, старики туда уже не доходят. Я спасу экологию. Я спасу легкие наших детей и внуков. Вот лучше бы она снесла вот этот замок, чтобы людям глаз не мозжили. Ничего сносить не надо. А сегодня Жанна Юрьевна досаживает каштаны, а завтра под ее контролем стройка возобновится. Жанна Юрьевна так и сказала. Если в этот раз она снова обманет своего избирателя, то уйдет из политики навсегда. Вот, я вас правильно процитировал? Извините, мне пора. Всего доброго. Я еще сделать собираюсь велодорожки, остановки, пандусы для молодежи, Wi-Fi для инвалидов. Что там с видео? Уже выкладываю на YouTube. Отлично. Который раз Карасюк избирается по нашему округу, а? И каждый раз он обещает закрыть эту фабрику, эту коптильню. Да как он ее закроет, когда это его фабрика? Смотрите, какую воду мы пьем из наших кранов. Озеро почистить обещал. Парк делать обещал. Где это все? Где? Ничего же нет. Все понимаю, я думаю, что господин Карасюк просто закрутил. Да, и обязательно выполнит все обещания, все, что он обещал народу. Не, ну а как иначе? Правда, Сергей Леонидович? Да и наш разговор уже затянулся, он похож больше на рекламное интервью. А я ведь тружусь для народа, а не для пиара. Спасибо большое, удачи. Спасибо. Вы должны это увидеть. А сейчас послушаем, что электорат думает о вас. Ганьба, 110 тысяч просмотров за полчаса. Какими только словами вас в комментариях не называют. Гребаный мудак. Да-да, такими тоже. Я не о комментариях, поехали. Подождите, как поехали? Нам ведь нужно еще здесь сделать групповое фото. Деревья посадки.
продажны при поддержке Жанны Борисенко. С любовью для народа. Она спасет! На кого это рассчитано? Аудитория 40+. Мне нужна молодежь. Хорошо. Посмотрю, что можно сделать. И сколько это стоит? 3 миллиона. Надо сделать. Тебе виднее. Да, я там еще лавочки обещал. Ну, то мелочи. Все? Да, все. Нет, не все. Вот еще выборы 2004 года. Я вам обещаю, если я окажусь в Раде, то в нашем округе все будет по-другому. Я построю 2 новые больницы для взрослых и для детей, построю новую школу с компьютерным классом. Что это? Що? Вот это все, что это? Смета на мости. Какие мосты? Які обіцяв достроїти в Запорожжі. У мене тут ідея возникла, їх можна зробити розводними, як в Пітері. Хочем разводим, хочем зводим, разводим, зводим, разводим. Ты сейчас разводишь меня на 300 миллионов баксов. А як я этих конкурентов переплюну? Ты труп. После последних дебатов тебе не мосты надо строить, а мавзолей. А вместо старого шарикоподшипникового завода я построю новый современный роллер-дром. Помните, Карасюк ваш друг. В общей сложности наобещал миллионов на 40. Твою мать. Ну а как? Надо было выигрывать выборы. И что мне теперь? Весь его звездеж оплачивать за 4 созыва? Нет, он каждый раз обещал одно и то же. Легче не стало. Ты придурок. Ты не мог пообещать что-нибудь абстрактное? Ну что абстрактно? Как Ярик? Вернуть Кубань Украине? Иди отсюда, роллидром. Андрей Николаевич, тут такая справа. Никакой Кубани. Та ні, яка Кубань? Ось. Алея гетьманів з мармуру. Какого мармуру? Мармур. Дуже просто. Беремо старі декомунізовані пам'ятники. Доробляємо. Там вукса, там шаблюку, там булаву. І вуаля! Був Сталін, став Пилип Орлик. Був Ленін, став Скоропадський. Ось кошторис. Хмельницький. Максимум. Правильно, бо він найголовніший. Бо він найдешевший. Что Жанна? Жанна сказала, что произвела апгрейд, и, по ее словам, молодежная аудитория у нас в кармане. Хорошо. Борисенко выбирай, и тогда наступит рай. Борисенко изберем, и все вместе хайпанем. Жанна вам не школота, Жанна это годнота. Жанне дружно ставим лойс, Жанне нужен каждый войс. Нового президента ще не обрано, але зміни в країні вже помітні неозброєним оком. Протягом всього тижня за підтримки кандидатів Сергія Карасюка та Жанни Борисенко вже почалося будівництво нових шкіл та лікарень, облаштування понад 50 парків та прокладання нових доріг. Країною прокатився такий собі флешмоб, протягом якого кандидати виконували обіцянки минулих років. Ну а наш кореспондент поспілкувався з тим, хто фактично дав старт цим добрим починанням. По-моему, мы наконец-то нашли украинское чудо. Только я, честно, некоторые бы цифры местами поменял. Я бы сделал президентский срок 3 месяца, а выборы 5 лет. И тогда страна расцветет. Но, по сути, с вашей подачи поднялись рейтинги у ваших конкурентов. Вам не обидно? Наоборот, я рад. Благодаря этому появились новые детские площадки, отремонтировали школы, дороги, появилось большое количество фонтанов. Так что если цена этому всему какие-то там проценты конкурентов, я готов отдать все свои голоса, лишь бы все так и продолжалось. Чего такой хмурый, друг? По-моему, хороший результат. Главное, плюс 3%. А у меня минус 40 лимонов. 2 больницы, школа, дороги, поющий фонтан, лавочек понаставили, на лям зелени, бомжам на радость. Слава Аллаху, отвел от запорожских мостов. А так бы еще улетел на 300 лямов. Ты знаешь, мне даже понравилось. Есть в этом своеобразный кайф. Теперь я понимаю, что чувствуют филантропы. Не обманывай себя, филантроп. Сколько слил? 50 лимонов. Да, подорожала нынче народная любовь. Ничего. После выборов все свое вернем. Да, твои слова до электорату в уши. Историк до сих пор на первом месте. На каждого историка есть свой доктор. Легко воевать с Карасюками.
А ты пойди попробуй повоюй сам с собой. То есть? Пора, Голобородько, посмотреть на себя в зеркало. Слушай, ты задолбал. О чем ты говоришь? Я говорю о завтрашних дебатах.